Я вас всех приветствую, дорогие друзья. Давайте сегодня сделаем расклад на тему обретения любви, анализ сердечных чувств вопрошающего, то есть вас. И посмотрим характеризующий возможный союз. Тщательно тасуем колоду. Сегодня мы зададим 9 вопросов. Первый вопрос у нас будет: кого суждено встретить вопрошающему? Кого нам суждено встретить? Следующая карта покажет нам, будет ли этот человек заботиться и любить. Будет ли этот человек заботиться о нас и любить. Вторая карта нам покажет об этом. Следующая карта. Проблемы в грядущем общении. Какие же возможны проблемы в грядущем общении? Покажет нам третья карта. Четвертая карта покажет нам, процветает ли этот человек как профессионал. Следующая карта номер 5, покажет характер грядущих отношений, эмоциональный, психологический. Шестая карта покажет, будут ли отношения зрелыми. Седьмая карта покажет, религиозные расхождения будут или нет. Следующая карта в позиции номер 8, покажет нам о возможности финансовых проблем. И последняя карта в позиции номер 9, покажет, что следует предпринять для завоевания этого человека. Итак, смотрим, кого же суждено встретить вам. У нас выпала карта Солнце. Итак, кого же суждено встретить вопрошающему? У нас выпала карта Солнце. Данная карта Солнце символизирует солнечную натуру. Она содержит такие качества, как уверенность в собственных силах, стремление к познанию души, отказ от эгоизма и осознание своей значимости. При этом отказ от себя не имеет ничего общего с попытками скрыться от проблем и переложить их на плечи других. То есть, в общем-то, прекрасного человека суждено встретить вам в ближайшем будущем. Смотрим следующую карту. Следующая карта у нас четверка кубков. В общем-то, по второй позиции мы загадывали вопрос, будет ли тот человек, на которого вы загадали, заботиться и любить вопрошающего, то есть вас. Здесь вы видите такого юношу, у которого здесь вот впереди стоят 3 кубка. И 4-й кубок, он, в общем-то, с таким вот, в общем-то, неохотой, скажем так, смотрит на него. Ему судьба предлагает кубок, но он как-то, сложив руки, скрестив ноги, в общем-то, смотрит как-то вниз, смотрит, скажем так. И он думает, нужен ли ему этот предмет или вещь, либо не нужен. То есть радость от обладания предметом может сменяться на апатию, либо раздражительность.
То есть вам нужно быть внимательными и не упустить момент, когда наступает вот такое вот насыщение. Есть опасность пропустить какое-то важное предложение. Ну, в общем-то, конечно же, здесь также выступает. Вообще эта карта несет много значений в сфере сознания. Первое значение — это лень, постоянная жалость к себе, апатия. Вам нужно помнить, что после черной полосы всегда идет белая полоса. И если кризис слишком затянулся, нужно уже будет бить тревогу. Также можно сказать, что в отношениях данная карта говорит о том, что данный человек, на который возможно встретиться на вашем пути, может быть ревнивым. То есть ревность его может, в общем-то, ослеплять. Также он может погружаться с удовольствием в обиду, то есть его любимое занятие — это обижаться, смаковать подробности выдуманных им же измен. Он может пытаться наказать любимого человека молчанием или строгим взглядом, вот вы видите также на карте. Но при этом он не слышит голос разума и слова своего партнера. Ему нравится сама атмосфера мифической измены, а потому он не хочет ничего не менять. Вот такие вот интересные характеристики объекта нашего Солнца. И идем дальше. Третью карту смотрим. Третья карта. Третья карта у нас покажет о проблемам в грядущем общении. Какие проблемы могут быть в грядущем общении? Здесь у нас выпала карта шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Ну, вообще данная карта, конечно же, значит, у нас выпала шестерка жезлов. Именно проблемы в грядущем общении вам, собственно говоря, не грозят. Карта говорит о том, что в личной жизни у вас будет все отлично. Очень скоро будут решаться главные проблемы. Вы сможете наслаждаться приятными моментами вдвоем с партнером. Также данная карта говорит о том, что при решении какой-то проблемы, например, возникающей у вас, данная проблема будет довольно скоро решаться, увенчиваться. Ваши труды будут увенчиваться успехом. Либо вы будете радоваться вдвойне, вас будет ожидать успех, а значит избавление от каких-то проблем. То есть достаточно благоприятная у нас выпала карта по проблемам. То есть, в общем-то, таких существенных проблем не будет. Если они и будут возникать, то достаточно хорошие перспективы на их разрешение. Смотрим следующую карту. Карта номер 4. Говорит о процветании. То есть здесь у нас выпала карта Паж жезлов. Данная карта расскажет нам о том, процветает ли этот человек как профессионал, либо нет. Ну, если рассматривать данную карту Паж жезлов на отношения, то, в общем-то, можно сказать, что данный человек достаточно процветает в своей работе как профессионал. В общем-то, достаточно прибыльный человек, то есть с его появлением можно рассчитывать на прибыльное какое-то времяпровождение. Также данный человек, возможно, будет ездить в какие-то командировки. Также
Что еще можно сказать? Он может с легкостью заводить какие-то перспективные связи в области бизнеса, работы, получает ценный опыт. В общем-то, даже если при незнании языков он быстро может сориентироваться в каких-то ситуациях. Так, и мы смотрим следующую карту, карту номер 5. Карта номер 5 нам расскажет характер грядущих отношений, эмоциональный, психологический и другие. И у нас выпала карта Колесо Фортуны. Ну, в общем-то, данная карта Колесо Фортуны в данном вопросе, то есть по возможности характера грядущих отношений, какой он будет. Здесь достаточно такая вот карта переменчивая. Карта переменчивая, и именно в раскладе на любовь она обеспечивает вас благоприятным периодом для того, чтобы улучшить какую-то романтическую связь. Также, в общем-то, данный аркан свидетельствует и отвечает за обогащение, какие-то крупные суммы, возможность завести какие-то перспективные знакомства, отыскивать новые увлечения. Ну и также нельзя забывать, что данная карта Колесо Фортуны отмечает собой цикличность, как я уже говорила. То есть судьба предоставит вам возможность исправить какие-то прошлые ошибки, сделать выводы и не допускать их в будущем. Также, в общем-то, эта карта может говорить о том, что, в общем-то, данная встреча с человеком, который вы загадали, в общем-то, впереди идущим человеком, который в перспективе вам, возможно, встретится. Данная карта Колесо Фортуны способна обозначать судьбоносную неизбежность. То есть это то, чего не получится избежать. Не переживайте, если вы все еще одиноки и дело лишь в том, что пока рядом нет достойного человека. Разрушается ли романтическая связь? Возможно, чувства уже ушли, какие-то чувства с другим человеком, и нет даже смысла пытаться как-то спасти отношения. Поэтому впереди ожидаются благоприятные изменения, которые все исправят. Вот такие вот у нас значения обозначает карта Колесо Фортуны. И смотрим следующую карту. Карта в позиции номер 6. Карта в позиции номер 6. Такой вопрос задали, будут ли отношения зрелыми? И выходит карта Сила, которая говорит сама за себя. Но если отвечать на данный вопрос, данная карта Сила здесь может говорить о, в общем-то, близких отношениях, ваших отношениях как мужчины и женщины. То есть данная карта, аркан Сила, играет роль символа страсти. То есть при его появлении даже самые флегматичные отношения получают мощный толчок между партнерами. Может возрастать какое-то близкое желание, то есть эмоциональная близость, романтические показатели увеличиваются. И, в общем-то, главное, чтобы весь этот заряд вы, в общем-то, позитивных, в общем-то, вот этих отношений ваших личных, как мужчины и женщины, вы не переводили в негатив, вроде конфликтов и ревности. Вот.
Вот такие вот у нас здесь могут быть показатели при ответе на данный вопрос. И смотрим следующую карту, карту номер 7. Карта номер 7 у нас отшельник. Видите, отшельник выпал. Выпала карта отшельника. Кстати, вот если смотреть данную карту отшельника, которая выпадает рядом с картой силы, и при ответе на вопрос, у нас вопрос номер 6 у нас был, будут ли отношения зрелыми, вместе с картой отшельник, значит, здесь может говорить о том, что вам все-таки в отношениях будет не так легко. То есть партнеры совершенно иначе воспринимают те какие-то события, которые, значит, от партнера идут. И из-за этого вам будет тяжело обрести какую-то гармонию и удовольствие. Но все же все должно сложиться замечательно, так как у нас и также есть карта Солнца, которую олицетворяет, значит, тот человек, с которым вы будете, в общем-то, общаться. Ну, что можно сказать по карте в позиции номер 7? Вопрос был у нас: религиозные расхождения возможны или нет? И карта отшельник может сказать, что действительно, в общем-то, возможны неравные брачные узы с большой разницей либо в возрасте или материальных положений. Также у вас могут, в общем-то, религиозные какие-то, в общем-то, различные быть ориентиры, взгляды на вещи. У каждого свой. Возможно, из-за этого вы можете даже замыкаться на себе, либо проявлять эгоизм, нарастающее равнодушие может быть. Если смотреть в позитивной трактовке данную карту отшельник, нам намекает на необходимость временно уединяться, чтобы побыть в тишине и спокойствии. Или же это, в общем-то, пара не должна мешать друг другу. И, в общем-то, отношения будут переходить более спокойные такие отношения. И смотрим следующую карту. У нас карта номер 8. Карта номер 8. Карта номер 8 у нас идет возможность финансовых проблем. Возможность финансовых проблем мы смотрим. Двоечка мечей у нас выпала по вопросу возможности финансовых проблем. Но если смотреть о позиции номер 8 именно по этому вопросу, то действительно возможны какие-то финансовые проблемы у вас могут быть. Также могут возникать какие-то трудности. Также может обстановка накаляться иногда. Из-за этого любовь может ослабевать, скажем так. Также, в общем-то, вот эта ситуация может показать, то есть вам придется выбирать, то есть быть с этим человеком или не быть, продолжать отношения или нет. И все-таки нужно больше отталкиваться будет от чувств. И у нас остается последняя карта. Последняя карта в позиции номер 9. В позиции номер 9 у нас выпала карта Императрица. Вопрос по позиции номер 9. Что следует предпринять для завоевания данного человека?
что вам будет необходимо предпринять для завоевания человека. Ну и, в общем-то, данная карта императрица у нас отличная карта в данном случае, в данной позиции. Императрица обозначает умелую домохозяйку, прекрасную любовницу, роскошную, успешную женщину и прирожденную мать. Также здесь у нас рядом с императрицей, так как у нас выпала карта, конечно же, Солнце, колесо фортуны имеется. В нашем раскладе в вашей будущей семье будет наблюдаться гармоничная атмосфера, и можно будет рассчитывать на материальную помощь от близких. То есть для завоевания объекта этого, то есть человека, вам необходимо будет в себе сочетать несколько сторон, то есть как минимум 2 стороны основные, то есть это заботливая и участливая жена, женщина, и, в общем-то, в каких-то близких отношениях вы должны быть на высоте, то есть сочетать в себе 2 вот эти грани, которые необходимо у вас будет для завоевания этого человека. Вот такой расклад у нас сегодня получился на обретение любви. Мы сегодня проанализировали сердечные чувства вопрошающего и охарактеризовали возможный союз. А я с вами сегодня прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажмите колокольчик. Всего доброго.